Я предлагаю начинать. Давайте познакомимся для начала. Сегодня с вами, в целом вебинар буду вести я. Меня зовут Ширяев Александр. Я являюсь SEO направления АБМ Ренкай ТМС. Это команда, которая занимается уже больше 10 лет внедрением ТМС-систем в различных компаниях. Наш сегодняшний гость Роман Сук, это исполнительный директор концерна Хлебпром. Достаточно давно работает уже в хлебной отрасли и имеет такой, я бы сказал, немалый управленческий опыт, не только в хлебном направлении, да, но и в других. О наших компаниях. Компания ABM Cloud представляет на рынке ряд системных решений, которые в основном продаются в формате систем as a service, то есть облачных продуктов, которые помогают автоматизировать и оптимизировать цепочку поставок, начиная от производственных процессов и заканчивая логистикой, продажей, автозаказами, выставлением на полку, управлением торговыми агентами, командой и так далее. Обо всех этих наших решениях вы можете подробно почитать на наших сайтах, либо поучаствовать в наших дальнейших вебинарах, в которых раскрывается тот или иной продукт. Сегодня будем говорить про транспорт. Наша компания работает уже, наверное, по всему миру. Мы только пока не имеем проектов из континентов в Австралии, но надеемся, скоро там и там будем. На сегодняшний день это 21 страна, в которой у нас есть клиенты, поэтому у нас достаточно широкий кругозор, опыт, да, как работают те или иные рынки, те или иные решения на разных отраслях, разных размерах компаний. Сегодняшнее решение, да, которое мы будем представлять в основном, чтобы у вас полная картинка сложилась, да, оно состоит из 4 модулей. Это модуль планирования маршрутов, там, где происходит динамическая маршрутизация, и логист, используя различные настройки, ограничения, соблюдения и так далее, формирует полный пакет маршрутов, которые абсолютно соответствуют тем параметрам, которые он внес. У него есть какой-то объем заказов, да, который нужно развести, какой-то объем ресурсов. В этом модуле он получает уже на выходе готовый маршрут, который полностью соответствует всем ограничениям. Дальше есть модуль, который позволяет логисту проконтролировать, как именно маршруты выполняются водителями, то бишь получает GPS-данные, сопоставляя с плановыми маршрутами, мы формируем набор отклонений, по которым можно понять, они допустимые или там превышают норму и так далее. Да? Это позволяет следить за ситуацией в режиме фактически онлайн. Далее есть инструмент для водителя, да, это приложение, которое помогает водителю ориентироваться по этому маршруту, то есть у него фактически электронный интерфейс, в котором есть не только маршрут, но и различные форматы от процесса приемки и заканчивая процессом доставки и различными событиями, которые там происходят. Там доставил не полностью, не доставил, там фотографировать можно точки для пополнения базы и так далее. В общем, это его как рабочий стол, да, но только в формате на ладони. И 4-й модуль – это модуль аналитики, который потом за какой-то период аккумулирует все эти данные и позволяет в удобной для клиента отчетности сделать набор срезов, которые позволяют делать уже операционные решения, да, и какие-то там стратегические изменения, опираясь на них. В среднем весь этот комплект дает обычно снижение автопарка где-то на 10%, которые требуются для выполнения того же объема доставок. Снижение расходов, обычно это где-то 17%, но бывает 20%, бывает больше процентов, да, по экономии затрат в деньгах и существенно упрощает контроль, и благодаря этому сильно растет уровень сервиса для ваших клиентов. Да, это сокращение опозданий, несоответствий, что приехала не та машина, а другая, которая не может разгрузиться и так далее. Все это система учитывает, и поэтому сервис для клиента существенно улучшается. Наши клиенты здесь, в основном в европейской части, да, это крупные холдинги в разных сферах, да, начиная ритейл, эпицентр, производство, авангард, вот есть Хлебпром у нас, который сегодня будет, есть ритейл, это Метро, форматы компании тоже разные, да, есть у нас клиенты с автопарком, который превышает 400 единиц, 600 и так далее, а есть клиенты, у которых 10, 12, 15. Система одинаково хорошо работает и для тех, и для других.
теперь наш гость, и ну, на самом деле, если честно, это один из, наверное, самых ожидаемых, ну, мною точно, вебинаров за последние года два, потому что я считаю это абсолютно значимым событием, да, хлебная отрасль, она супер консервативная в плане маршрутизации, и концерн Хлебпром при всех своих там титулах, регалиях, объемах, да, стал первой компанией в Европе, которая системно на ежедневной основе использует динамическую маршрутизацию. Не только в Украине, в Европе. Мы еще с коллегами там и конкурентами узнавали. Ну, у многих что-то похожее есть, но оно либо работает там раз в месяц, что-то там переоптимизировали и так далее, но на ежедневной основе Хлебпром первый, кто это делает. При этом, вдумайтесь, это 5600 точек, это хлеб, который выезжает ну, практически каждый день, да, 5 разных предприятий, 160 тонн продукции. Это компания, которая входит в тройку крупнейших производителей хлебной продукции в Украине. И, ну, я думаю, может быть, Роман еще что-то добавит, да, какие-то регалии, которые мы не указали. Олександр, дуже дякую за презентацію нашої компанії. Так, дійсно, ми щодня використовуємо динамічну маршрутизацію. Наш шлях до цієї системи, наш шлях до співпраці з Рінкаєм був досить непростий. Ми багато чого дивилися, обирали для себе, але прийняли рішення і пішли в співпрацю. І окрема велика подяка нашій команді, команді наших логістів, які змогли перші в Європі, як сказав Олександр, змогли це зробити. Це було непросто, але ми це зробили. І на сьогодні ми дуже задоволені тим результатом, який ми маємо. На сьогодні для нас це рутинна праця, але вона вирішує дуже багато складных питань, які мы навіть не помічаємо. Я еще для справедливости, да, для того, чтобы понять тот масштаб как бы события, скажу, что у нас в среднем по компании, да, успешность проектов, она где-то 95-94%. Ну, то есть, грубо говоря, один из 20 проектов у нас все равно является там, неудачным, да, или не запущенным, другие 19 они ну, финализируются успешным результатом проекта. Чего нельзя было сказать про хлебную отрасль. У нас это третий проект, да, за наш там, период работы на этом рынке, третий и первый, который удался. Предыдущие два, ну мы об этом позже поговорим, да, они споткнулись ровно на том, что колоссальное сопротивление ну, вот, таких устоявшихся процессов, да, по смене этого. Огромное количество людей вовлечено, начиная от количества водителей, клиентов и так далее. И это все имеет огромную инерцию, которую очень-очень сложно победить. И то, что у Хлебпрома получилось, я считаю, это выдающийся результат. Поэтому ну, тут надо как это не недооценивать да, то, что такой результат есть. Итак, предпосылки внедрения. Я предлагаю Роману их озвучить. Добре. Якщо коротко, чому ми вирішили запровадити ТМС-систему? Насамперед треба зауважити, що в нас була ТМС-система, але вона не відповідала нашим потребам, тому що ми з командою бачили ТМС-систему під іншим кутом. У нас були досить високі вимоги і очікування. І перед тим, як прийти до IBM Рінкай, ми подивились всіх гравців на ринку України і не тільки України, зробили симуляції, зробили тести, моделювання. І на той час ніхто з діючих операторів ТМС-систем не зміг приблизитись, наблизитись до наших потреб. Окрім того, у нас були ще специфічні вимоги, наші внутрішні. І як тільки ми побачили і відчули, що команда Рінкаю, IBM Cloud,
готова братися за ці складні виклики, тому що коли ми іншим озвучили, вони казали, та ну ні, давайте, ось у нас є там якесь рішення, і ми поїхали. Ми пішли в співпрацю. Що для нас було важливо? Для нас було важливо мати автоматичну маршрутизацію, тому що ми маємо 2 об'єкти в одному місті, і в нас були певні складнощі, наприклад, що у нас 2 автівки з одного заводу їдуть в одну торгову точку, або їдуть поруч паралельно одна з одною. І в ручному режимі це зробити можливо, але дуже складно, враховуючи, що у нас по Львову їздить біля там 200 автівок, і ми обслуговуємо біля там 3-3,5 точок щоденно. Тому перше це було планування автоматичне, щоденне планування маршрутів. Далі, нам було не цікаво працювати, як працює уся хлібна галузь. Це сталий маршрут, по якому щодня їздить водій, точка взяла продукцію, не взяла продукцію. І ми бачили, що ефективність завантаження наших транспортних засобів, вона є невисокою. Наприклад, ми маємо повний маршрут на 30 торгових точок, але активних точок щодня у нас біля 15-20. І виглядає так, що наш клієнтський сервіс був некоректний. І використання автопарку було теж неповноцінним. Це був наступний наш запрос, що нам потрібно це робити якісно і щоденно. Далі нам треба було контролювати вчасність і послідовність. У нас є вертикально інтегрована система KPI, яка йде від водія до керівника логістики. І вчасність є найвагомішим показником з точки зору винагороди для водія і для логістів. І коли раніше ми міряли вчасність в коридорі плюс-мінус 20-30 хвилин, то після впровадження системи Рінкай ТМС ми міряємо вчасність по хвилинах. І для цього нам потрібно було змінити філософію, це те, про що казав Олександр, да, консерватизм, філософію маршрутизації як такої. Тобто ми відійшли взагалі від розуміння сталого маршруту. Також у нас був запит по аналізу рентабельності торгових точок, тому що взагалі в хлібній логістиці є звичка рахувати рентабельність маршруту. І там всередині маршруту можуть бути точки з великою рентабельністю, можуть бути нульові, можуть бути від'ємні. Але взагалі в середньому виглядає начебто непогано. Ми не приймали цю філософію, нам не цікаво. Ми відслідковуємо рентабельність кожної торгової точки, тому що згідно нашої філософії всі торгові точки мають бути прибутковими. Інакше це неправильно. Нам не вистачало цієї інформації, або доступ до неї був з великим часовим проміжком, коли вже щось зробити було неможливо. Якщо коротко, нам не вистачало продукту, який зможе в режимі реального часу надавати відповіді на наші ключові KPI, а саме вчасність, послідовність, рентабельність і гнучкість для задоволення перших 3 пунктів. Тому що без інструмента, який гнучко все це переплановує, ми не досягнемо наших цілей. Я бы еще добавил здесь, чтобы это в какие-то разумные рамки по времени вкладывалось, да, потому что, исходя из большого набора и ограничений, и автомобилей, и точек, задача в целом для любой системы это сложная, и некоторые системы, да, не сильно производительные, они могут там и 2, и 3 часа эту всю задачу пересчитывать. 2-3 часа на планирование, если в ежедневном формате, это слишком много. А раз в месяц можно хоть день пересчитывать, да, там оно раз в месяц не так больно. Так, вірно. Ми починали з того, що у нас обчислювання відбувалось десь 1,5 години,
ну, 2 інколи, то на сьогодні ми все робимо до години часу. Враховуючи, що ми маємо певні межі, в нас є, наприклад, там біля 7-8 години вечора є кінцеве замовлення, ми завантажуємо цю інформацію в Рінкай, і через годину ми маємо всю інформацію, яка нам потрібна, і ми починаємо працювати. Це дуже швидко, і це економить купу часу і розвантажує наших логістів, які можуть займатися роботою по підвищенню якості. Вони не займаються рутинною роботою, там щось обчислювати, кудись дивитися. У них є інтерфейс, який ми далі побачимо. Олександр презентує єдине вікно, де він бачить все, що йому потрібно, і йому не треба шукати цю інформацію десь далеко и долго. Я еще дополню, да, это как бы мы предпосылки сейчас обсуждаем. Был еще достаточно сложный переговорный процесс по поводу сотрудничества. И я думаю, что это одна из, ну, как бы черт, которые, ну, с одной стороны, трудно было начать, да, потому что мы многие позиции долго там согласовывали, каждый твердо стоял на своем, но с другой стороны, именно эта, мне кажется, черта, она и стала результатом или повлияла на результат проекта в положительную сторону, что компания, приняв решение, что да, надо меняться, да, это сложно, да, это долго, но будем. И вот шла, да, как спринтер, точнее не как спринтер, как марафонец, наверное, да, добегая до конца, через все трудности, которые там были по дороге. И они были, и было немного. Так, и мы переходим к целям проекта, да, чтобы понять, что же должен значить успешный проект в формате терминов компании Хлебпром. Я тоже, наверное, передам слово Роману, да, чтобы он их озвучил. Так, дякую. Нашою основною цілею було отримати робочу, з точки зору працездатності, комплексну, автоматизовану систему керування доставкою готової продукції. Це таке, з першого погляду, дуже неконкретизоване формулювання, але коли ми робили паспорт проєкту, ми дуже багато уваги приділили саме цілям, і ми проговорювали, да, чому саме так. Далі йде показник, який вимірюється. Да? Нам потрібно було зменшити витрати від 12% і далі на 1 тонну продукції, яку ми перевозимо. І особливу увагу ми виділяли для клієнтського сервісу, тому що показник вчасність, він є у нас наскрізний, і це головний показник, тому що хліб, чому було складно, да, те, що казав Олександр, в хлібі дуже важливо приїхати вчасно до торгової точки, тому що є певні слоти часу, коли саме в цій точці, саме в цей день продається саме цей хліб, і він не потрібен через 2 години, тому що покупці, які приходять, вони купляють або інший в іншому магазині, або відмовляються заходити в цю точку. І тоді точка змушена брати продукцію конкурента, і ми втрачаємо. Тому вчасність – це є наскрізний і головний показник у нас в компанії. І через саме цей KPI ми будували всю логіку, всю звітність, всю аналітику при інтеграції ТМС-системи з нашою базою даних, з маршрутизацією, з документами і з аналітикою. Я единственное, чтобы, ну, как бы более масштабно показать, обычно 12-15%, не все воспринимают это как-то буквально, не все могут это померить. Я обычно пытаюсь привести это при тех же затратах, допустим, если у вас 12% экономия, то примерно 1,5 месяца в году вы ездите бесплатно. Вот что такое 12%. 1,5 месяца в году вы бесплатно что-то доставляете, всю свою продукцию при той же норме среднемесячных расходов.
Так, ну и мы переходим дальше, да, уже по самому процессу внедрения. Первый этап у нас, он обычно это диагностика и формирование паспорта проекта, как основного документа, в который входит там план проекта по задачам, там техническое задание, концепция, как это все будет работать, как оно будет учитывать вот эти цели, которые озвучены клиентом, и что нужно для того, чтобы это все обрабатывалось, да, какие данные нужно дать на вход. Итак, в рамках вот этой подготовки она на самом деле длилась дольше, чем наши стандартные проекты, но при этом, как Роман говорит, да, паспорт вот этого проекта получился достаточно тщательно проработанным, и ну, пока мы его не согласовали уже вот прям до точки, да, что он устраивал и нашу сторону с точки зрения технической реализации, и сторону клиента с точки зрения описание бизнес-процессов, какой результат они ждут в конце, какие данные нужны быть и так далее, мы его редактировали. В рамках этого, да, мы поняли, что достаточно много вещей, которые устроены в учетной системе заказчика, они связаны конкретно с маршрутом, как с учетной единицей по факту. То есть многое отчетность строилась на базе маршрутов, вот как Роман привел в пример, рентабельность считалась в разрезе маршрутов, направлений и так далее. И по факту очень много рекомендаций были связаны с тем, чтобы перестроить этот процесс, поменять эту концепцию. Да, учетной должна по факту стать там накладная, относительно которой будет там плюс или минус по доходности, либо убыток, если там слишком высокие затраты на доставку. Итак, мы сформировали вот этот пакет рекомендаций, мы определили цели, четко вот зафиксировали тот пункт, который был на предыдущем слайде, да, 3 пункта. Почему 3? Обычно компании там стараются какую-то одну главную, но, как правило, там главное, допустим, там, мы хотим сэкономить, там, никуда не ездишь, ничего не возишь, экономия 100%. Но так бизнес не работает. Поэтому обычно несколько целей мы выбираем для того, чтобы они друг друга поддерживали и помогали объемно смотреть на процесс. Согласовали план работ, сроки ответственных. Он был больше, потому что мы закладывали риски, имея опыт предыдущих проектов, чем в обычном, да, нашем стандартном варианте. И, собственно, согласовали механизм действий, что мы будем делать, когда у нас произойдет вот это. Во многом это помогло, потому что мы наступали примерно на те же самые грабли. Особенно турбулентность началась, когда у нас начался процесс масштабирования. Так получилось, что на нашу страну напала соседняя страна, да, и все пошло вообще не по плану. Итак, на першому етапі... Да, але я хочу додати, да, з точки зору, як працює ТМС-система. Коли сталися ті події, про які каже Олександр, у нас почалась турбулентність і дуже висока. В хлібному бізнесі це, якщо є колеги з хлібного бізнесу, ви розумієте, що таке Новий рік, або Великодні свята, або якісь значні події, коли споживання хліба зростає в рази. І те саме відбулось в той самий період, коли частина бізнесу, маленького бізнесу, не змогла з різних причин працювати, і всі ці об'єми, і кількість точок, і нових контактів впала на нас. Тут саме динамічна маршрутизація показала себе з усіх боків, і ми змогли діючим парком з розумним залученням додаткового об'єму виконати ці всі завдання, які до нас надходили через замовлення. І тут саме цією подією ми зробили такий стрес-тест системі, і вона впоралась. Так як є, привід так собі. Немного забегая наперед, но
чтобы прийти к такому результату, Хлебпром проделал достаточно много кропотливого труда, да, вот здесь, ну, в части инсайтов, да, там в первом этапе было указано, что часть мастер-данных были, ну, отличались от действительных, это в частности временные окна, потому что они не подстроены были под реальные ожидания клиента, а чаще ориентировались на среднее время, в которое приезжает водитель в рамках маршрута, да, ну и так далее. То есть много было каких-то вещей, ограничения по точкам, да, когда, ну, те, кто работает в хлебной отрасли, да, знают, что водитель и клиент – это такая долгоиграющая история, у них там свои отношения, некоторые точки, понимая, что им хлеб должны привезти, вот там, не знаю, рано-рано утром, когда еще никого в магазине нет, оставляют ключи, ну, то есть доверие достаточно большое, да, и этот фактор тоже нужно учесть, и в том числе при маршрутизации. Итого, вот на этапе подготовки, да, многие процессы были сильно зарегулированы именно устойчивостью вот этих маршрутов, да, статичных. И второе, это часть мастер данных, ну, это из таких отличий, да, или там инсайтов, которые были, часть мастер данных отличалась от действительности. В том числе, кстати, для некоторых машин вместимость там отличалась от действительности. Ну, в общем, оно шло и шло. Оно так работало, и пока работало, ну, в принципе, оно не вызывало каких-то сомнений, да. А второй этап был тоже достаточно интересным. Это уже настройка обменов данными. Здесь 90, наверное, процентов всей сложности и всех работ лежало на плечах компании Хлебпром, потому что им как раз и пришлось для того, чтобы развязать все вот эти вот связи, переделать не только учетную часть, да, которая там, ну, поотвязывать вот эти вот номера маршрутов, ну, паспорта маршрутов от учетных процессов, но и переделать часть дополнительных сущностей, которые либо не обрабатывались, либо отчеты, которые нужны были нам для выгрузки. Здесь был полностью изменен подход к введению данных в системе для того, чтобы обеспечить стопроцентную сопоставимость с реальной жизнью. Это временные окна, которые являются важным ограничением. Это параметры машин, доступно, недоступно, потому что когда у вас парк 10-20 там автомобилей, это одна история, им управлять не так уж сложно. Когда у вас парк там переваливает за 100, то хотя бы учет ремонтов и так далее, это уже существенная, ну, как, транзакционная издержка, да, потому что не всегда вовремя об этом говорят, что такая-то машина на ремонте. Или вчера поломалась вечером по окончанию маршрута, и сегодня нужно учесть, что ее уже не будет, надо другую подменять. То есть тут работает эффект масштаба. Далее, в саму учетную систему был внесен обновленный маршрутный лист. Он был, с одной стороны, нужен водителю, потому что он привык, ну, к своим точкам, и последовательность, как проехать новый маршрут, да, который динамически построен, водитель не знает. Для него это сложно, как правило, еще водитель, если он в возрасте, то для него это вообще, ну, прям серьезное испытание. Далее, в этот маршрутный лист входит, ну, последовательность посещения, время выезда, какие точки он везет, какой у него объем, время, во сколько он должен быть и какой диапазон, временной коридор у этого клиента по-настоящему. Причем водитель здесь работал в плане и обратной связи тоже, потому что они, коммуницируя с точками, выясняли, в какое время можно вообще привозить. Ну, то есть можно ли, допустим, на час раньше от некого стандартного времени или там на полчаса позже. Всю эту информацию кропотливо по кусочкам, ну, если у вас там 6000 точек, вы понимаете, какой-то объем затрат привести все эти данные к достоверным. На сейчас у Хлебпрома, я считаю, отличные данные, да, которые можно, ну, как бы использовать, не опасаясь, что там есть какой-то там подвох или искажение. Далее, переработаны форматы отчетности и настроен обмен данными из учетной системы в ТМС по и заказам, да, с их там метриками, и автомобилям, с их доступностью и так далее. Автомобиль, водитель, иногда экспедитор. Что здесь было, ну, на этом этапе такого нового, да, или там необычного? В целом, новый формат маршрутного листа. Обычно, когда мы внедряем в других компаниях, то маршрутный лист, он остается примерно такой же. У него нет какой-то вот такой сакральной функции, да, когда на нем строится
учетная и аналитическая часть в компании. Далее, каждая торговая точка теперь обладала уже стандартным временным окном, которое не внесено было там в виде либо комментарий и так далее, а в неких стандартизированных формах. И более того, что самое важное, да, она соответствовала той действительности, которой нужно обработать. Так, Роман, если у вас есть дополнение по второму этапу. Ні, все так. Оці зміни, які ми робили з внутрішніми документами, да, це було дуже необхідно. Це було складно, як ви кажете, тому що треба було змінити звички великої кількості людей, а саме водіїв, експедиції, і змінити їх сприйняття цієї ситуації. Тобто відірвати їх від стандартного процесінгу і навчити жити в динаміці. І вони розуміли, для чого вони це роблять. І вся команда працювала на кінцевий результат. Це було трішки складно, але ми зробили, і результат, який отримали ми, і водії, тому що це так чи інакше відобразилось на їхній мотивації. Теж були задоволені. Тому це була дуже велика праця, але ми її зробили, і дякую вам в першу чергу, да, що ви змогли це зробити, тому що це ж було нестандартно для вас, і це займало певний час з вашого боку, ви теж були готові змінювати ваші там якісь стандартні речі. Без цього ми б не досягнули цього результату. Согласен. Так, дальше был самый интересный этап, который по факту связан был именно с запуском уже в промышленном режиме на первом из заводов маршрутизации. С чем столкнулись? Ну, то есть после того, как мы загрузили данные, подтянули статистику, подкорректировали некоторые координаты по точкам, ну, это стандартная работа, да, которая делается обычно. Но столкнулись с тем, что водители там руками-ногами держатся за свои маршруты. Это, в принципе, везде, в хлебной отрасли, да, это очень сложный процесс. Поэтому мы согласованно приняли решение, что, так как мы и обсуждали это в самом начале проекта, что в этом случае мы не будем там сильно нажимать, не будем ломать эту ситуацию через колено и пойдем неким итерационным путем. То есть этот третий этап, он занял больше времени, да, но зато позволил снизить риски значительно по недовозам продукции, либо там несвоевременной доставки, увольнению сотрудников, потому что многие достаточно чувствительные водители к, свой, не свой маршрут, и для них это огромный стресс, особенно для водителей, которые в возрасте, да, переходить на какие-то новые, постоянно меняющиеся задачи. В рамках третьего этапа у нас был запущен один из львовских заводов концерна. Мы начинали с того, что поначалу, да, просто эксплуатировали ровно те же самые маршруты, которые были раньше, то есть фиксированы. Они прорабатывались в системе, да, но несмотря на то, что заявки были привязаны, по сути система оптимизировала только последовательность внутри уже и так сформированного маршрута, да, то есть как это проехать оптимально, с новыми временными окнами, а водители в это время привыкали к тому, что они получают информацию по-новому, да, у них новый маршрутный лист, вот эту вот часть, они ее впитали, и после этого начался процесс поэтапного укрупнения этих районов. То бишь маршруты объединялись по направлениям, постепенно переходя к уже более динамической конструкции, да, и это позволило и людей не потерять, да, и дать им достаточно времени, чтобы адаптироваться к этим изменениям. Параллельно, да, с этим всем возник вопрос, собственно, Роман в предыдущем этапе это указал, да, что необходимо было учитывать мотивацию, в том числе водителей. Для этого мы внесли ряд изменений, которые потом оказались далеко не последние. Я думаю, и сейчас они не последние, да, в наш блок аналитики, для того, чтобы наш клиент получил ровно то, что он хотел. Да, то есть у него должна быть не коробка, под которую нужно подстроиться, а некая гибкая конструкция, да, которую можно под себя адаптировать, но при этом она работает одинаково для и нас, да, и наших клиентов, и у клиента. То есть, для нас, я имею в виду в части аудита, мы потом об этом еще поговорим.
Итак, на третьем этапе мы из инсайтов, да, вынуждены были добавить достаточно много разрезов, которые были специфические именно под запрос Хлепрома в свой блок аналитики, и плавно, поэтапно переходили к динамической маршрутизации. Вот. Это основные тезисы, да, которые коснулись третьего этапа. Он был на самом деле сложным, потому что когда это все, где-то там в компьютерных расчетах, да, там и так далее, оно смотрится как бы, ничего страшного. Когда это начинает воплощаться в жизнь, то различные процессы на стыках, которые находятся, там, производство, снабжение, те же водители, ремонты, механики и так далее, они начинают вызывать такие какие-то там шероховатости и трения, да, потому что оно не работало так, да, и там начинают вылезать разные открытия. Роман, если доповните что-то. Так, дійсно, запуск був з одного боку складним, але з іншого боку він був дуже очікуваний, тому що коли ми прописували в цілях проєкту зниження вартості на тонну, ми її бачили в першу чергу через динамічну маршрутизацію. І ми дуже чекали цього. Дуже чекали. І коли вже у нас пішли перші результати динамічної маршрутизації, можна так сказати, що ми здихнули з полегшенням, да, тому що воно запрацювало. Раніше ми це намагались робити ще до зустрічі з IBM там, в Excel, якісь там ручні варіанти. Ми бачили потенціал, але це неможливо було робити руками логістів. І коли це почало вже працювати, це дало нам надію, що ми не тільки досягнемо тих показників, які ми собі зазначили в цілях проєкту, але зможемо їх покращити. Так, але те, що казав Олександр, да, там деякі водії там не розділяли цілі. Треба бути готовими, що можливо частина людей, які не розуміють і не вірять, вони будуть звільнені. І до цього треба бути готовими. Якщо ви хочете зробити такі зміни, треба бути готовими, що зміни будуть і у кадровій політиці, тому що ця історія пов'язана з звичками, що так ми робили там багато років, вона дуже сильно тормозить впровадження цього проєкту. І якщо казати про наш приклад, то так, ми подякували деяким колегам за співпрацю, тому що вони не розуміли, не були готові приймати щось нове. Да, справедливости ради, да, обычно как раз в этом случае водители, в предыдущих двух итерациях, да, водители побеждали. Вот. Поэтому тут надо действительно, менеджерски подходить к этому. Есть какие-то издержки, часть из этого можно переформатировать в конструктив, но какую-то часть не получается. Это надо просто принять. Из того, что получилось в итоге, да, вот на текущем слайде есть часть интерфейса системы, здесь есть Львов, и по сути от Львова идет снабжение там до границ Украины там, в разные стороны, то есть это достаточно большой объем точек, достаточно большие пробеги, количество машин и так далее. То есть вся эта информация, она на сегодняшний день строится, обрабатывается, да, и строится на ее основании автоматические маршруты. Внизу, вот в нижней правой части экрана вы видите, там есть такой блок с диаграммой «Временное окно». Здесь можно понять, да, насколько широкие или узкие вообще временные окна, в целом в хлебной отрасли, они достаточно небольшие. Мы когда-то делали исследования, как размер временного окна влияет на издержки. И если у вас есть размер, там, допустим, средний размер там, 4 часа, то у вас, условно говоря, издержки, там, возьмем 100%. Если вы сделаете из этого 4-3 часа, у вас издержки там, увеличатся примерно процентов на 15. Если вы сделаете 2 часа, они увеличатся примерно процентов на 40. То есть там дальше оно идет
по возрастающей, причем в существенной прогрессии. Соответственно, чем короче временные окна, тем дороже у вас логистика. Это факт, никуда от него не деться. Далее, интерфейс, в котором логист контролирует маршрут, да, вне зависимости от того, это собственные автомобили или наемные. Обычно для наемного транспорта можно взять доступ к данным GPS и, собственно, тогда, не переключаясь между разными GPS-системами, понимать в одном окне, что происходит с твоей доставкой на сегодня. То есть здесь есть и контроль перепробега, есть контроль скорости, которая позволяет прогнозировать, а успеет ли водитель вовремя доехать остаток маршрута. Здесь есть контроль своевременности выезда. Да, вот, просто сейчас пройдемся по вот этим плашкам. Если маршрут начался не вовремя, то у вас большой риск того, что опоздания будут. В том числе, если присмотритесь, вот в интерфейсе, там, где идет верхняя диаграмма Ганта, где такие зеленые и желтые блочки, то там есть на желтых блоках такие восклицательные знаки. Это как раз те индикаторы, которые система ставит, в режиме реального времени, они будут там еще на какой-то точке непосещенной, где прогнозируется, что вот в эту точку водитель опоздает, основываясь на том, как он едет по маршруту сейчас. Это помогает коммуницировать с клиентами, что в нужный момент заранее их предупредить, договориться, как-то сгладить этот угол. И особенно на этапе запуска это важная история, да, пытаться и клиентов тоже не нагружать лишним стрессом. Далее внизу слева можно посмотреть полностью весь маршрут поточечно. Здесь видно, в какие точки, в каком порядке водитель приехал, во сколько он это сделал, как долго он там стоял и так далее. Вся эта информация, особенно в агрегированном виде, да, достаточно полезная для принятия управленческих решений потом. В том числе есть контроль отклонения требуемого времени, да, которое планировалось в точке, от того времени, которое по факту водитель потратил, для того, чтобы систему обучать. Таким образом, она накапливает эту статистику, в следующие разы более точно прогнозирует длительность пребывания в точке. И по картографии тоже можно посмотреть соблюдение маршрута водителем. Далее. Важный блок, особенно мы это все, наверное, и наши клиенты в Украине, да, и мы прочувствовали сильно в момент начала войны полномасштабной, когда начала резко меняться ситуация в части дорог, мостов, проездов, то есть где-то можно проехать, где-то нельзя. В системе есть модуль редактирования карт. Раньше он помогал, да, когда там проводятся какие-нибудь там спортивные соревнования в городе, там какие-то забеги, велопробеги, марафоны, ремонты дорог и так далее. В системе есть возможность на какой-то период отредактировать картографическую сетку для того, чтобы это все учитывалось. В этом случае нам оно прям сильно помогло, потому что наши клиенты получили инструмент интерактивного изменения карт. Да, то есть у вас маршрут идет там, где можно проехать сейчас, а не там, где можно было проехать вчера. И это прям сильно разгрузило и логистов, да, потому что какую-то часть мы там, получая информацию от разных клиентов, редактировали сами, да, и таким образом краудфандили все изменения. То есть какой-то водитель доехал, сказал, все, там уже проезда нет. Мы быстро отредактировали на карте, и все остальные клиенты теперь знают, что там проезда нет. Потом кто-то проехал, сказал, там проезд теперь есть, когда мост восстановили. И у всех теперь стало прокладывать обратно по этому же мосту. Но это важный элемент, который далеко не у всех систем есть. И дальше у нас прямо в процессе войны, да, начался условно 4-й этап, это масштабирование, подключение к системе 2 дополнительных заводов, 2-го завода во Львове и завода в Виннице. Они проходили в формате, я бы сказал, офигительной турбулентности, потому что, с одной стороны, сильно поменялся рынок, да, он стал отличаться, да, потребление другое. Люди поперемещались на Западную Украину, там потребление выросло, какая-то часть уехала сотрудников из Украины, и их надо было замещать. В общем, я думаю, что Роман более красочно, да, расскажет про этот этап турбулентности. Так, саме так.
По-перше, перед цим ще 2 роки ковіду зробили свою справу, коли дуже динамічно закривались торгові точки, якийсь бізнес згортався, тому що він був орієнтований на людей, які там проходили всі ці речі. У нас, наприклад, після ковіду загальна база зменшилась на 600 торгових точок. Але після того, як навчилися жити з ковідом і з рештою нових викликів, то на сьогодні ми бачимо, що рітейл відновлюється і якісь маленькі торгові точки переходять у формат мереж національних, локальних. І на сьогодні відбувається дуже велика турбулентність по закриттю старих торгових точок, старих форматів взагалі, і відкриттю нових. Або на їх місці, або десь поруч, і вони зі своїми часовими вікнами, зі своїми вимогами. Тому на сьогодні ми переживаємо досить велику турбулентність, і вона ще не закінчилась. Вона не закінчилась. Окрім збільшеного споживання, у нас ще і змінюється сама мапа, на якій зосереджуються ті чи інші торгові точки. І навіть тут у нас є інсайт стосовно кросдокінга. Ми бачимо, що є потреба, коли ми їдемо в віддалені якісь напрямки, і там теж починається якийсь бізнес. Він на сьогодні невеликий, об'єми невеликі, але треба і там закривати ці процеси. То це наша відносно новий запит, виклик для команди Рінкаю, і ми зараз його якраз налагоджуємо, тому що ми постійно вдосконалюємося і разом з колегами вирішуємо нові питання. Ось. Да, и я еще добавлю, да, то, что кроме того, что началась война масштабная, и без нее в целом процессы, которые были на разных заводах, они жили, ну, условно говоря, своей какой-то частью. То бишь они были адаптированы конкретно под свое предприятие. И достаточно вот это второй инсайт, да, который возник, они могли называться одинаково, а работать совсем не одинаково. И подразумевать для там, сотрудника другого завода ровно то, что имел в виду там, сотрудник на там, ином предприятии, оно было не совсем идентичным. Поэтому в этой части у команды Хлепрома тоже было достаточно много административной нагрузки для того, чтобы синхронизировать, во-первых, точки учета, да, то есть как это все происходит, понимание этих процессов, да, и унифицировать их так, чтобы они были сопоставимы. Внизу вы видите, это пример там, по рейтингу между заводами, да, где формируется та или иная метрика, да, там какое-то количество баллов за определенные показатели. На сегодняшний день это система координат, да, которая позволяет заводу понимать, где он двигается правильно, да, а какие у него, ну, условно говоря, показатели проседают. И понимая это, да, там как-то влияет на то, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону. Вот. И, соответственно, в рамках того, что начался процесс масштабирования, появились дополнительные запросы, в том числе для модуля аналитики, но не считая там рейтинга филиалов, он у нас и был, но дополнительные метрики, которые позволили более объемно сравнивать заводы между собой, что тоже, собственно, как бы мы отработали, там добавили нужные разрезы и отчеты. Это там отчеты по рентабельности там, в нескольких разрезах, да, там в разрезе там, маршрутов, автомобилей, заводов, компаній, да, ну, торгових точок, завантаженість автівки, ми порівнюємо ефективність кожного заводу, дивимося вчасність виїзду з заводу, те, що дає нам інформацію для аналізу там інших виробничих процесів. Так. Да, ну и, собственно, как бы финализируя, да, можно сказать, что ну, на сейчас уже он в более продуктиве, да, но по-прежнему там появляются какие-то дополнительные идеи улучшения, как сказал Роман, когда нет предела совершенству.
это модуль аналитики, да, это вот те параметры, да, которые в основном контролируются внутри аналитического модуля. Это фактаж по маршрутам, контроль затратной части по точкам, для того, чтобы их можно было сопоставить с выручкой, которая получается. Рейтинг водителей, он позволяет в правильном направлении двигать сообщество водителей, да, чтобы они впитывали больше и больше вот это вот, потому что это же все равно процесс, еще он, я думаю, не у всех еще увлекся. Плюс приходят новые водители, которые работали в конкурирующих компаниях, которые привыкли возить хлеб по-своему, и в целом, да, это традиционный подход, что есть маршрут, есть водитель, и он там знает весь этот маршрут от А до Я. Далее география клиентов, которая позволяет, с одной стороны, понять, какие показатели на той или иной части территории, и, возможно, да, там принять решение к тому, чтобы использовать доставку через CrossDock для того, чтобы снизить затратную часть на отдаленные какие-то регионы. Потом, безусловно, отслеживание качества обслуживания. Мы об этом по показателям дальше чуть-чуть поговорим. И причины перепробегов для того, чтобы понимать, какие драйверы ведут к тому, что у вас формируется перерасход. В основном, да, это топливо, да, перепробег. А топливо у нас в стране за последнее время прям сильно прибавило в цене. Поэтому это тоже важный показатель, который нужно контролировать. Теперь из качественных показателей. Да, здесь реальные графики по опозданиям. Те, которые были, здесь показано за год, да, эволюция, с учетом того, что добавлялись новые заводы, и, как правило, формальные, да, и реальные временные окна не всегда совпадали, поэтому поначалу разброс высокий, но на сегодняшний день объем опозданий менее 5%. То есть менее 5%, я напомню, при том размере временных окон, которые в целом используются в хлебной отрасли. То есть это, я считаю, очень круто. Далее, перепробег. Я здесь думаю, вообще можно компании Хлебрум медаль повесить, потому что с уровня 24% перепробега, да, плюс это надо помножить на то количество машин, которые используются, да, дойти до 4%. Я напомню, что 4% по сути вот мы для себя воспринимаем это как бы уровень накопительной погрешности. То есть есть разница между пробегом реальным и GPS-трекером, да, там до 2% может доходить. И потом при обработке этих данных в самой системе там немножко другой алгоритм. Он отличается от этих прямых линий, да, аппроксимации, как в трекерах. Там тоже может быть иногда там 1,5–2%, иногда так. Соответственно, если их накопить, там один на другой приложить, то, в принципе, накопительная погрешность это где-то 4%. На сегодняшний день компания Хлебром при всем объеме транспорта, который он используется, имеет показатель в 4% на уровне погрешности. Я считаю, что это в ноль. И это прям, мега круто. Далеко не каждая компания там с 10 машинами может показать такой результат, где существенно проще это все проконтролировать. Так, рейтинг водителя, да, то есть сюда выводятся различные показатели его по качеству и по виду, фактажа, да, там пробеги, перепробеги, вовремя, не вовремя, выезд с завода вовремя, не вовремя. То есть все эти показатели учитываются и создают ему определенный результат за месяц, что в итоге отражается на его позиции там и бонусах. Мы плавно подходим к результатам внедрения. Да, я бы попросил Армана их прокомментировать. И, наверное, со своей стороны указать, что именно помогло, да, к этим результатам прийти. Дякую. От предыдущих наших опитів. Якщо коротко, наші результати. Ми на сьогодні маємо автоматизовану систему керування транспортною логістикою. Ми бачимо щоденно логісти в реальному часі, бачать рівень клієнтського сервісу, який ми надаємо нашим клієнтам. На основі цих даних ми в режимі реального часу керуємо тими змінами, які треба зробити, щоб наш сервіс був найкращий в галузі. Ми дуже якісно
без втрати рівня сервісу оптимізували наші витрати. А саме це і розмір автопарку. Ми до впровадження системи ТМС бачили одну кількість машин, які нам потрібно для обслуговування нашої кількості точок. На сьогодні ми розуміємо, що такої кількості нам не потрібно. Ми бачимо, як наші водії користуються динамічною маршрутизацією і можуть отримувати свою винагороду, оскільки у нас там дуже складна система KPI, вона зав'язана і на рівні сервісу, і на кількості клієнтів, які вони обслуговують, і вона є досить справедливою, вони розуміють, вона складна, але зрозуміла. Ми бачимо, що наші логісти, вони дуже філігранно керують всім цим процесом. На сьогодні я рахую, що вони у нас, вибачайте, найкрутіші логісти в хлібній галузі, і вони мають досить якісний і гарний інструмент для того, щоб це робити. Я, як замовник, бачу аналітику по логістиці дуже глибоко. Я бачу рентабельність кожної торгової точки, і моя команда логістів дуже якісно працює з командою торгових представників, там, де вони вже на своєму рівні приймають рішення, що робити і як робити. Я бачу якісні пробіги. Я бачу коли ми запровадили Рінкай, ми ще замінили всі GPS-трекери. Це додало нам можливості ще більш якісно контролювати паливо. Ми бачимо розхід палива в реальному часі, як воно є, і ми досить динамічно змінюємо норми витрат. Тобто ми отримали купу додаткових ефектів, коли внедряли цей комплекс. Тобто це не просто ТМС-система, це комплекс покращень, які ми зробили через тригер ТМС-системи. Ми змінили процеси, ми змінили філософію, ми змінили підходи, і ми отримали комплексний результат, який нас на сьогодні повністю задовольняє, і ми не зупиняємось на тому, що ми маємо сьогодні. Ми далі вдосконалюємось і покращуємо результати і підходи в хлібній логістиці. Я бы здесь еще расставил один акцент, да, это сроки, на которые можно ориентироваться, ну, при том, что у вас крупная компания, да, там большой достаточно объем. Вот если брать, допустим, один завод от начала до конца, ну, просто чтобы не я озвучил, да, эти сроки, а лучше расскажете вы, чтобы там наши участники, да, слушатели могли реалистично понимать, что это не делается там вот по щелчку. Ну, давайте так, щоб всім було зрозуміло, да, ви на початку казали, що у нас дуже був непростий етап переговорів. Да, тобто ми там... Його оставимо за скобкою. Да, ми ставимо це тільки для себе, але ми для себе визначались з компанією, з якою ми підемо в інтеграцію ТМС, це був рік. Потім в нас вже з командою Олександра, у нас десь півроку ми тестували, ми робили певні симуляції, ми визначались. І після десь місяця 3, якщо я не помиляюсь, ми тільки спілкувались по паспорту проєкту. До того, як перейти в якусь там практичну площину. Після того, як ми погодили паспорт проєкту, ми біля півроку працювали з тим, що ми вичищали дані, адаптували нашу систему, вивіряли, потім надавали ці дані Олександру для того, щоб вони робили симуляцію на цих даних. Вони показували там помилки, які є, ми виправляли. Ну, треба, ми це стартували на заводі, де в нас було біля 80 автівок і біля 100 маршрутів, щоб було зрозуміло. І це, треба готуватися десь рік часу для того, щоб ви отримали
певні результати. Але це я кажу про себе, про нашу компанію, оскільки вимоги у нас досить високі. Але швидше, ніж півроку, в місяці 8, ну, мабуть, не буде. Я согласен. Надо реалистично смотреть на эти процессы, что да, от 8 месяцев до года это запуск одного завода. Остальные два, они, соответственно, делаются уже быстрее, потому что есть наработки, да, которые можно масштабировать, но это тоже обычно, исходя из того, что в целом, да, там, в хлебной отрасли так есть, каждый завод, он по-своему живет, то там все равно возникают какие-то трения, да, которые там позволяют, над которыми надо работать. Да. Итого, у нас есть, в цифрах, да, там 3 слайда по 3 заводам для первого завода. Я кратко пройдусь, да, то есть от начала, когда мы начали в 2021 году, и по состоянию на сейчас, если сравнивать, то на 17% уменьшилось количество маршрутов в день, равно машин в день, скорее всего, да. Соответственно, уменьшилась и нагрузка на логистов, да, потребность в водителях, потому что найм водителя это тоже своя проблема, да, потому что есть определенная текучка, и чем больше у вас водителей надо набрать, да, тем сложнее вам это наполнять. Уменьшился расход топлива на 7%, это в целом, да, там с учетом контроля, перепробегов и так далее. И средняя продолжительность рейсов сократилась на 10%. Это результаты, те, которые есть на пилотном заводе. Второй завод, это второй Львовский, да, запускался, насколько я помню. Второй был тоже во Львове, третий был в Виннице. Так, саме так. Общее количество маршрутов в день сократилось на 31%. Там в том числе, насколько я помню, было еще некое перераспределение между заводами клиентов. Да, я зараз прокоментую. Я прокоментую. Да, хорошо, давайте тогда. Оцей такий дуже гарний показник. Це якраз за рахунок того, що у нас 2 заводи знаходяться в одному місті. І те, що я казав на початку нашого спілкування, що ми там намагались зробити це якось там руками в Excel, це не виходить. Це саме можна досягнути в рамках міста. Коли ви працюєте в рамках невеликих пробігів, в рамках місця або поряд з містом, де багата кількість у вас торгових точок і маршрутів, саме динамічна маршрутизація в порівнянні з сталими маршрутами, вона дає такий ефект. Коли ми можемо об'єднати точки, які знаходяться поруч, і у нас є зрозуміле, якісно прописане часове вікно, ми отримуємо ось такий результат на рівні 31%. Це от запорука і результат динамічного планування. Це от справедливый, якісний, реальный эффект. Да, и для сравнения, когда первый завод запускался, было 17%, а по факту здесь практически в 2 раза больше. За счет того, что есть возможность перераспределить клиентскую базу и делать обслуживание одной и той же территории с 2 предприятий, более эффективно. Задействованных водителей на 12% меньше, там было на 10%. Километраж собственного парка сократился на 1%, но при этом перевозчика на 28%, то есть больше эксплуатация собственного парка, да, там подхватила все эти дополнительные аутсорсы. Расходы на перевозчика сократились на 38%, расходы на топливо уменьшились на 5%, в предыдущем варианте было 7%, в предыдущем заводе. Средняя продолжительность рейсов сократилась на 20%, там было на 10%. Соответственно, видите, если в рамках одного города, то у вас формируется кумулятивный эффект, да, когда одно на другое наслаивается и дает дополнительные улучшения. И по третьему заводу километраж перевозчика сократился на 8%, расходы на наемный парк уменьшились на 4%, средняя продолжительность рейсов сократилась на 11%.
В целом, наверное, все. Мы, в принципе, чуть-чуть вышли за наши рамки. Да? Я сейчас хотел бы перейти к вопросам и ответам. Да? Наверное, большая часть будет говорить Роман, потому что, скорее всего, они будут касаться практической плоскости. Если есть у вас вопросы, задавайте в чате, будем их озвучивать. Так, что у нас вопросов нет. Я думал, как раз будет все наоборот. Можна вопрос задати? Да-да. Хочу спитати, чи використовуєте ви два своїх заводи як кросдоки? Тобто, як я зрозумів, така функція є, бо саме з одного заводу, наприклад, переміщується частина товару іншого найменування, і вже саме там компонується заказ і відправляється машина. Чи так воно є, чи я неправильно зрозумів? Так, переміщення є, але це не є кросдоком. Ну, в класичному варіанті кросдокінгу це не є кросдок, да, є переміщення, ми це використовуємо. І не тільки між двома заводами, а між всіма заводами, тому що у нас є там диференційований асортимент, так ми використовуємо. Ну, зрозуміло, дякую. Будь ласка. Так, коллеги, обычно в этот момент спрашивают, ну, какие дальше планы. Давайте я спрошу. Да? Роман, можете озвучить, вот, ну, на сегодняшний день у вас есть конкурентное преимущество, да, а у нас по факту, я так полагаю, что часть участников являются и вашими конкурентами в том числе. Можете озвучить, как вы дальше планируете, ну, какие-то улучшения, потому что мы все понимаем, да, что диджитализация и вот этот data-driven подход, он является, ну, своего рода фундаментом, да, без которого какие-то следующие ступеньки не построить. Можете, ну, в рамках того, что вы можете, да, там, озвучить, какие следующие у вас идеи, шаги? В рамках логистики? Да, ну, как можно увеличить рычаг, да, вот этот, который у вас есть сейчас, для того, чтобы, ну, как бы добиться большего там доли рынка, не знаю, там вищої продуктивності. Ну, на сьогодні, якщо дивитися те, що можна в хлібній логістиці взяти з точки зору ТМС-системи, по моделюванню маршрутів, по вчасності, ми рахуємо, що ми взяли досить багато. Зараз ми працюємо з точки зору аналітичного блоку, ви це бачите. Ми дивимося в рентабельність, аналізуємо, і це в нас є основою для спілкування, кросфункціонального спілкування з напрямком продажів. Ми дивимося, як ми можемо покращити. Також у нас є інші напрямки розвитку в нашому концерні, це не тільки хліб. І зараз ми цей досвід, який отримали по хлібній логістиці, ми будемо використовувати в іншому напрямку, який не є хлібом. На сьогодні, якщо казати про сьогодні, ми задоволені результатом. Як я і казав протягом всього вебінару, ми доопрацьовуємо разом з вами блок аналітики, тому що це є дуже важливим. І якраз, якщо казати про як стати більш конкурентними, допрацьовуємо аналітику, на основі якої приймаються певні рішення, обираються розміри автівок, обираються, там розраховуються якісь речі пов'язані з частотою візитів до клієнтів, мінімальне замовлення, зворотній зв'язок для торгової команди. Там багато речей, які ми використовуємо саме з блоку аналітики, який ми з вами пропрацювали. Спасибо. А можете еще дать, ну, условно говоря, несколько советов, да, из текущего вашего опыта? Вот если бы вы самому себе там 2 года назад, да, там могли дать совет, то что бы вы посоветовали, в каком формате подготовить, да, там компанию к этому процессу, к внедрению? Ну, саме перше, що потрібно, це бути готовим до змін.
Не треба, треба критично дивитися на ті процеси, які є всередині. І якщо у вас сьогодні все добре, це не означає, що завтра воно так само буде. Ну, тому що, чому мені так не складно говорити про це? Оскільки я займаюся не тільки логістикою, в мене і виробництво, і постачання, і я бачу наскрізно всі процеси, і ми дуже багато змінювали у виробництві. І потім, коли почали займатися логістикою, я побачив, наскільки логістика в хлібі, вона не гнучка. А гнучкість на сьогодні в будь-якому процесі це є запорукою успіху. А коли ти можеш керувати нічим, по великому рахунку, да, без динамічної маршрутизації, без зрозумілого блоку аналітики, без якісних даних, в тебе є ілюзія, що ти керуєш цим процесом. Направду. Поки ми не змінили те, що ви проговорили, поки ми не розшили все і не дійшли до корінного джерела даних, а це саме є, їх декілька, да, це те, куди ти їдеш, тобто час, що ти везеш. І потім під це ваша система підбирає, який транспорт використовувати, як його об'єднати в послідовність. Якщо в тебе нема бази даних, ми розуміємо, да, сміття на вході, сміття на виході. Якщо, це ваш айтішний вислів, але він досить яскраво демонструє, тому що, коли я стикався з вашими конкурентами, да, які нам пропонували різні коробкові, некоробкові речі, в ході спілкування я дивився, які питання нам задають, яку інформацію вони хочуть отримати, як вони реагують на наші запити. Я бачив, що хлопці просто продають те, що є, а якщо щось пішло не так, то ось так. І ніхто не був відкритий до змін. У нас був запит на гнучкий підхід, і ми були готові змінюватись всередині себе. І ми це бачили. І нам повинен був партнер, який теж бачить наші застарілі всі ці підходи, і щоб ми синхронізувались і разом змінювались. Тому що ми розуміємо, що ви змінювали себе, ви певні речі там собі в системі підлаштовували, а ми змінювали там нашу негнучку історію. Тому, перше, треба критично дивитися на те, що у вас є, і, скоріш за все, там треба буде дуже багато змінювати. Да, это правда. Так, я предлагаю тогда на этом наш вебинар заканчивать, да, потому что, во-первых, мы уже перешли немножко рамки нашего регламента, а с другой стороны, все, кому интересно, могут посмотреть в записи и потом дозадать какие-то вопросы. Поэтому на этом заканчиваем. Да, всем спасибо, кто участвовал, кто будет смотреть в записи. Вам тоже спасибо за просмотр. Отдельное мое спасибо Роману и его команде, которая создала повод, да, за несколько лет упорного труда, повод того, чтобы мы здесь собрались на 1 час и поговорили о результате, который достигла компания Хлебпром, имея наш инструмент в распоряжении. На этом заканчиваем. Если будут какие-то вопросы, контакты видите на экране, либо на нашем сайте есть контактная информация, вы можете туда обратиться любым удобным способом, через email, мессенджер и так далее, и спросить то, что вас интересует, постараемся развернуто ответить. Дякую, до побачення. До свидания.